Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я приготовила вот такие красивые слитки в виде коротеньких носочков. Данные слитки я вяжу на размер ножки 35-36, но по данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер ножки. Слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав: 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами я номер 3 мм. Прежде чем приступить к вязанию таких слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Для вязания таких слитков нам необходимо знать обхват ножки в самой широкой нашей части. Но если вы не знаете обхват ножки, можно ее высчитать. Для этого нам нужно знать длину нашей стопы. Для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы. Я вяжу свои слитки на размер ножки 35-36. И для 36 размера соответствует длина стопы 23 сантиметра. Я сбоку оставлю таблицу, где вы можете посмотреть длину стопы на любой размер взрослых слитков. И далее от 23 сантиметров нужно отнять 1 сантиметр, если у вас ножка стандартная, и 2 сантиметра, если у вас ножка совсем худая. Я отниму 1 сантиметр, и это получается 22 сантиметра. Получается, мы высчитали обхват нашей ножки в самой широкой части. Если померить сантиметром, обхват моей ножки, как я и рассчитала, получился 22 сантиметра. И далее, получается, нам нужно связать образец лицевой гладью. Этими же ниточками, что мы будем вязать слитки, и таким же номером спиц. Далее мы этот образец постираем и измерим, сколько у нас в 1 сантиметре получилось петель. У меня в 1 сантиметре получилось 2 петли. Поэтому я 22 сантиметра умножу на 2, и это получается 44 петли. Нам нужно для вязания таких носочков 44 петли в моем случае. Но так как я вяжу параллельно мысок и подошву на 2 спицах, на одной будет спице у меня располагаться мысок, на второй спице у меня будет располагаться подошва. Поэтому я 44 петли делю на 2 части, и это у меня получается 22 петли. В самом начале я буду начинать вязать свой мысочек, начиная с 10 петель. И дальше, прибавляя петли, я должна выйти на это значение. То есть у меня на одной спице для мыска должно получиться 22 петли, и на второй спице для подошвы также должно получиться 22 петли. Вы, получается, добираете петли до того значения, которое вы высчитали под свою плотность вязания и размер вашей ножки. И далее, когда у меня на спице получится 44 петли, я буду начинать вывязывать вот такой вот узор. Узор называется ложная коса. Раппорт данного узора составляет 16 петель. По краям у меня находится по 2 изнаночные петли. Получается 16 плюс 2 изнаночные и плюс эти 2 изнаночные, это получается 20 петель. Остается 2 петли, я их расположила одну с одной стороны и другую с другой стороны, и вывязывала просто лицевыми петлями. Вы также располагаете свой узор посерединке, отделяете 2 изнаночными петлями, а все остальные петли распределяете поровну на 2 стороны и вывязываете оставшиеся петли лицевыми. И далее я вывязываю мысочек параллельно с подошвой до тех пор, пока я не вывяжу до щиколотки ноги. Поэтому примеряйте данную заготовку на ногу, и пока у вас не получится данная заготовка в растянутом виде до щиколотки ноги, вы, получается, обычным ровным полотном вяжете. У меня на мысочек ушло 3 раппорта: 1, 2, 3. Если вы довязали до щиколотки вашей ноги, померили следок в растянутом виде, и у вас раппорт, допустим, закончился на 5 или 6 ряду, вы также оставляете это все и начинаете вывязывать пяточку.
После того, как вы вывяжете пяточку, вы продолжите вязать вот этот вот раппорт, на котором вы закончили. Получается, после того, как я вывязала мою заготовку, я начинаю вывязывать пяточку. А далее, как вяжется этот следок, я вам буду по ходу видео объяснять и показывать. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжи, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 10 петель. Первый ряд, кромочную первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провяжу изнаночными. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной петлей. Второй ряд, кромочную первую петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. И после того, как мы с вами провязали 2 ряда, по наборному краю мы должны поднять 10 петель, те петли, которые мы набирали. Располагаем наше вязание вот таким вот образом. Рабочая ниточка у нас находится справа, и сейчас мы будем поднимать петли. Поднимать петли я буду крючком. Ввожу крючок в первую кромочную петлю за 2 дужки. Подхватываю рабочую ниточку, и вот таким вот образом я поднимать буду все петли. Получается первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. У нас должно получиться на крючке 10 петель. После того, как мы подняли все 10 петель на крючок, вот эти петли с крючка я перенесу на вторую нашу чулочную спицу. И начиная со следующего ряда мы будем прибавлять петли. Получается, вот эти вот петли мы с вами поднимали по краю. Перевернула я наше вязание, рабочая ниточка находится у нас справа, кончик слева. Первую петлю я провяжу лицевой. Вот здесь вот, когда меняете первую спицу на вторую, в этом стыке хорошо подтягивайте ниточки, чтобы не образовывалось никаких дырочек. После первой петли я обвиваю рабочей ниточкой пальчик и набрасываю вот эту вот петельку, которая получилась, на правую спицу. Мы с вами добавили одну петлю. Далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У меня на левой спице осталась одна петля, я обратно добавляю одну петельку таким же образом. Последнюю петлю провязываю лицевой и переворачиваю вязание. На этой спице мы также должны добавить 2 петли. Первая петля лицевая, хорошенько подтягиваем ниточку. Далее добавляем одну петлю. Вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У меня в самом конце осталась на левой спице одна петля. Я обратно добавляю одну петлю. И последняя петля лицевой вяжется. Мы с вами провязали, получается, сначала на одной спице все петли, потом на второй спице все петли. И на каждой спице добавили по 2 петли. В итоге у нас сейчас добавлено 4 петли. Переворачиваю вязание. Вот рабочая ниточка обратно находится справа, кончик наборный находится слева. Второй круг мы вяжем полностью все петли лицевыми, без прибавления петель. Первая петля провязывается лицевой, далее у нас идет накид. Мы его провязываем лицевой, скрещенный за верхнюю стеночку. Далее вяжем все петли лицевыми до накида. Вот у нас идет на левой спице накид, мы его также провязываем лицевой, скрещенный. И последняя петля также вяжется лицевой. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю я провязываю лицевой, подтягиваем здесь вот ниточку, далее накид. Провязываю обратно лицевой, скрещенный. Далее все петли лицевыми до накида.
накид лицевой скрещенный, и последняя петля также вяжется лицевой. Мы с вами, получается, провязали сначала на одной спице все петли провязали, потом на второй спице все петли провязали. Переворачиваем вязание, и в следующем ряду мы вяжем обратно петли с 4 прибавками. Первую петлю я провязываю лицевой, делаю прибавочку. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У меня на левой спице осталась одна петля. Я также делаю прибавку и последнюю петлю провязываю лицевой. Переворачиваем вязание и далее продолжаем вязать вот эти петли, также добавляя 2 петли. Первая петля провязывается лицевой, ниточку подтягиваем, далее делаем прибавку. Далее все петли вяжем лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У меня на левой спице осталась одна петля, делаю прибавку и провязываю последнюю петлю лицевой. Четвертый ряд мы вяжем все петли лицевыми. Накиды вяжем лицевыми скрещенными. Получается, сначала на одной спице вы провяжете все петли лицевыми, затем на второй спице провяжете также все петли лицевыми. Встретимся, когда провяжете четвертый ряд. Я провязала четвертый ряд, и видите, у нас такой вот мысочек получается. У нас сейчас на каждой спице находится по 14 петель. Мы делаем с вами прибавки до тех пор, пока в моем случае не получится 22 петли на каждой спице. Всего 44 петли. У вас это может быть другое количество петель, то, которое вы рассчитали под свою плотность вязания на свой размер ноги. Получается, вяжем далее, чередуя 2 ряда. Один ряд будет с прибавками, второй без прибавок. Я вывязала мысочек моего носка. Прибавляла петли, пока у меня на каждой спице не получилось по 22 петли. Если померить в сантиметрах, ширина моего мыска 8 сантиметров. В самом начале она у меня была примерно 4 сантиметра. Высота на данный момент 4 сантиметра. И далее я буду начинать вывязывать узор на носочке. Узор на носочке называется ложная коса. Раппорт такого вот узора составляет 11 рядов в высоту. Ширина данной вот такой вот косички составляет 16 петель и по бокам по 2 изнаночные петли. По данному мыску у меня вывязано 3 раппорта данного узора. 1, 2, 3. Вот этот 4-й раппорт узора я вывязывала уже после пяточки. Получается, данный узор мы будем вязать только по лицевой стороне. Можете, если хотите, вот эту лицевую сторону отметить вот таким вот образом маркером. Получается, с маркером у меня идет мысочек, а вот это вот наша стопа без маркера. Первый ряд раппорта узора. Первую петлю провязываю лицевой. Далее нам нужно провязать 2 изнаночные петли за правые стеночки. Далее делаем накид. Накид делаем от себя вот таким вот образом. Далее провязываю 4 лицевые. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе с наклоном влево. Для этого я 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их 2 вместе, одной лицевой за правые нижние стеночки с наклоном влево. Далее провязываю 10 лицевых петель, 2 изнаночные и лицевая. Вот таким вот образом мы с вами распределили петли по мыску. Переворачиваем вязание и на второй спице провязываем все петли лицевыми. Все 22 петли. После того, как мы с вами провязали петли на второй спице, вязание переворачиваем мыском, получается, вверх. И приступаем к вязанию теперь уже второго ряда. Первую петлю провязываю лицевой, 2 изнаночные петли.
Далее у меня идет накид. Накид я провязываю лицевой скрещенный за верхнюю стеночку. Делаем обратно накид и провязываем 4 лицевые петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе с наклоном влево. Для этого я переворачиваю 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их 2 вместе одной лицевой за нижние правые стеночки. Далее провязываю 9 лицевых петель, 2 изнаночные и 1 лицевая. Переворачиваем вязание, и петли со второй спицы мы провязываем все лицевые. Третий ряд. Первую петлю провязываю лицевой, далее 2 изнаночные, далее провязываем 2 лицевые петли, 1 лицевая, и из накида вывязываем также лицевую. Далее делаем накид и провязываем 4 лицевые петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее нам нужно провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их одной лицевой за нижние правые стеночки с наклоном влево. Далее провязываю 8 лицевых петель, 2 изнаночные и лицевая 1. Переворачиваем вязание, и вот эту вот спицу, получается, это еще идет третий ряд, провязываем все петли лицевыми. Вот здесь вот, когда идет стык между спиц, хорошо подтягивайте ниточку, чтобы не образовывалось дырочек. Видите, все красиво и аккуратно на стыке. Четвертый ряд данного раппорта. Первая петля провязывается лицевой, далее вяжем 2 изнаночные петли, 3 лицевые, первая, вторая, третья лицевая. Далее делаем накид, провязываем 4 лицевые. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их 2 вместе одной лицевой за нижние правые стеночки. И далее вяжем 7 лицевых петель, 2 изнаночные, 1 лицевая. Переворачиваем вязание и довязываем, получается, 4-й ряд, 2 спица, все петли лицевыми. 5-й ряд. Первую петлю провязываю лицевой, далее 2 изнаночные петли, 4 лицевые, первая, вторая, третья, четвертая лицевая петля. Далее делаем накид, 4 лицевые. Следующие 2 петли мне надо перевернуть, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их одной лицевой за нижние правые стеночки. Далее 6 лицевых, 2 изнаночные и 1 лицевая. Переворачиваем вязание, и вторую спицу 5-го ряда провязываем все петли лицевыми. 6-й ряд. Первая петля лицевая, далее 2 изнаночные петли, 5 лицевых, делаем накид, далее 4 лицевые петли. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали снизу, и провязываю их одной лицевой за нижние правые стеночки. Далее 5 лицевых петель, 2 изнаночные петли и 1 лицевая. Переворачиваем наше вязание и довязываем 6-й ряд, 2 спица, все петли лицевыми. 7-й ряд, первая лицевая петля,
2 изнаночные далее, 6 лицевых, накид, 4 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, за нижние правые стеночки, 4 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. Переворачиваем вязание, получается вторую спицу, все петли провязываем лицевыми. Это наш еще продолжается 7-й ряд. 8-й ряд, первая петля лицевая, 2 изнаночных далее петли, 7 лицевых, накид, 4 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. Переворачиваем вязание и вторую спицу провязываем все петли лицевыми. 9-й ряд, первая лицевая, далее 2 изнаночные петли, далее 8 лицевых, 8-я лицевая, это у нас идет накид, мы ее провязываем скрещенной петлей. Накид от себя, 4 лицевые, следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные и 1 лицевая. Переворачиваем вязание, петли на второй спице провязываем все лицевыми. 10-й ряд, 1 лицевая, 2 изнаночные, 9 лицевых петель, накид от себя, 4 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 изнаночные и 1 лицевая. Переворачиваем вязание, петли на второй спице провязываем все лицевыми. 11-й ряд, первая лицевая, далее 2 изнаночные петли, 10 лицевых петель, накид от себя, 4 лицевые, следующие 2 петли провяжу вместе 1 лицевой с наклоном влево, далее 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Переворачиваем вязание, петли на второй спице провязываем все лицевыми. Мы с вами, получается, провязали 11 рядов в высоту. Это составляет 1 раппорт данного узора. Далее, получается, самостоятельно повторяете еще 2 раппорта вот таких вот, как мы провязали только что, повторяя с 1 по 11 ряд. Получается, следующий ряд мы вяжем так же, как мы вязали первый ряд. Первая лицевая, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе 1 лицевой, 10 лицевых, 2 изнаночные, 1 лицевая. По стопе петли всегда вяжем лицевыми. На стыке, смотрите, никаких дырочек, ничего не образуется. Все ровненько и аккуратно. 1 раппорт вместе с нашим мысочком, где мы прибавляли петли, составляет 7,5 сантиметров.
встретимся, когда у нас уже будет вывязано 3 раппорта. 1 мы с вами провязали, 2 мы провяжем самостоятельно. Я вывязала самостоятельно 2 раппорта. И вот таким вот образом у меня на данный момент выглядит моя заготовочка. Если померить в сантиметрах, это у меня получается 15 сантиметров. Я перенесла мои все петли на вот такие вот круговые, чтобы показать, как эта заготовка должна на данный момент выглядеть на вашей ножке. То есть моя заготовка примерно получается до щиколотки ноги. Если вот так вот хорошо разровнять, как оно на самом деле будет сидеть на ножке. Если, допустим, вам не хватает данной заготовки до щиколотки, вяжите дополнительно, можете не целый раппорт связать, можете какую-то часть раппорта связать еще самостоятельно. И мне вот этих вот 3 раппорта как раз хватает для моего размера ноги. И после того, как вы убедились, что ваша заготовочка доходит до щиколотки примерно ноги, мы будем приступать к вывязыванию пяточки. У меня моя рабочая ниточка вот находится вот в этом месте. Получается, мы закончили полностью весь ряд вязать. Но вот эту вот последнюю петлю нам нужно провязать не так, как мы обычно вязали лицевой, а изнаночной. Поэтому я вот спускаю одну петельку. Переворачиваю наше вязание, и именно вот эту вот петлю последнюю я провяжу одной изнаночной. И далее мы с вами будем вывязывать, получается, пяточку. Мысочек трогать наш не будем, будем вязать петли, которые относятся к подошве. И вот эту вот часть мы сейчас будем вязать не по кругу, а поворотными рядами. Вязание располагаем вот таким вот образом. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли изнаночные, чтобы у нас сохранялась лицевая гладь. Довязываем все петли с данной спицы левой. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Получается, вот этот вот ряд был у нас по изнаночной стороне, мы вязали все петли изнаночными. Переворачиваем вязание, и второй ряд у нас будет идти по лицевой стороне. Первую петлю кромочную я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя петля на левой спице провязывается изнаночной петлей. И далее, получается, я эти 22 петли делю на 3 части. Но так как на равные части это число петель не делится, поэтому я по бокам с двух сторон оставляю по 7 петель. Это обязательно, чтобы с двух сторон было равное количество петель. И посерединке у меня остается 8 петель. Соответственно, 7 петель плюс 7 петель с другой стороны, это получается 14 петель. И поэтому я сейчас обычным ровным полотном буду провязывать 14 рядов. 2 ряда мы с вами вместе провязали, 12 рядов я провяжу самостоятельно. Вы рассчитываете данное количество рядов самостоятельно. Я вывязала самостоятельно 12 рядов. И у меня вот эта вот часть состоит сейчас из 14 рядов. 2 ряда мы с вами вместе провязали. Вот таким вот образом на данный момент сейчас выглядит моя заготовка из следка. Вот эта вот часть, которую мы с вами провязали, данные вот эти вот 14 рядов, должна в растянутом виде закрывать всю полностью вашу стопу. Вот таким вот образом у вас должен на данный момент выглядеть ваш следочек. И сейчас получается обратно мы должны разделить наши петли на эти же 3 части, на которые делили чуть ранее. Получается у меня по бокам 7 петель и посерединке 8 петель. И теперь мы вот эти вот петли, которые у нас находятся по бокам, будем с вами убавлять. Сейчас мы с вами будем приступать к вывязыванию первой части петель, которая состоит из 7 петель. Первая петля у нас будет идти кромочная, далее все петли будем вязать изнаночными. Получается, это у нас вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7.
Мы с вами вывязали одну часть петель. Теперь вяжем центральную часть петель, которая состоит из 8 петель. Получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. После седьмой петли, между, получается, седьмой и восьмой петлей, я вешаю первый маркер. И далее 8 петля и следующая, получается, 9 петля, я вяжу одной изнаночной петлей. 2 вместе за верхние и правые стеночки. Переворачиваю вязание. Первую петлю снимаю, не провязывая, она у нас идет как кромочная, маркер первый перебрасываю. Далее вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 петля. С этой стороны также между 7 и 8 петлей я вешаю второй маркер. И получается 8 петля и 9 петля. Мы вяжем в каждом лицевом ряду эти 2 петли одной лицевой. Итак, мы с вами убавили 2 петли. Давайте еще раз с вами провяжем. Рабочая ниточка располагается перед работой. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер первый перебрасываю. И далее до второго маркера я вяжу все петли изнаночные. Второй маркер перебрасываю. Сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной. Так мы вяжем все изнаночные ряды. Переворачиваю вязание, первую петлю снимаю, не провязывая, маркер первый перебрасываю. И далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго нашего маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой за задние правые стеночки. Так мы вяжем с вами все лицевые ряды. И таким образом, чередуя изнаночные и лицевые ряды, мы с вами вяжем, пока у нас не убавятся все вот эти вот боковые петли. Получается, все изнаночные ряды, первую кромочную снимаем петлю, далее вяжем все петли изнаночными и сразу после маркера вяжем 2 петли вместе, также одной изнаночной. Во всех лицевых рядах первую петлю мы снимаем, не провязывая, далее вяжем все петли лицевыми и после маркера вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Встретимся, когда у нас на спице в моем случае останется только 8 петель, это центральная наша часть. Я убавила все боковые петли, у меня на спице остались 8 петель, это наша центральная часть. Вот такая вот пяточка у нас с вами получилась. Если примерить на манекен, вот таким вот образом у вас должна выглядеть ваша заготовка. Стопа хорошо сидеть должна по ножке и пяточка. И нам остался связать один раппорт по подъему и резиночка. И слитки будут готовы. И далее нам нужно с каждого края поднять по 7 петель. Все петли, которые мы с вами убавляли. Смотрите, мы будем поднимать вот эти вот кромочные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Подхватываю дужку кромочные петли и провязываю эту петлю лицевой скрещенной. Далее из следующей кромочной петли мы поднимаем также дужку одну и провязываем лицевой скрещенной. Итак, мы должны с вами поднять 7 петель. Вот получается, я подняла все 7 петель, и вот здесь вот на стыке петель я также подниму одну дужку и провяжу лицевой. Это мы делаем для того, чтобы у нас вот здесь вот, где будет стык, не образовывалась дырочек. И далее приступаем к вывязыванию первого ряда раппорта узора. Получается, вяжем первый ряд, первая петля лицевая, далее 2 изнаночные петли, делаем накид, 4 лицевые, следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном влево, как 1 лицевая, и далее 10 лицевых петель.
Накиды провязываем лицевой скрещенной. Далее 2 изнаночные и 1 лицевая. И также по этому краю нам нужно добрать все петли, то есть 7 петель и 1 петлю, где вот здесь вот стык. Сейчас мы поднимем все петли, а потом их просто провяжем. Поднимаем вот 1 дужку кромочной петли. Мы с вами подняли на спицу 7 петель и 1 петлю я подниму со стыка. И получается сейчас вот эти вот все петли нам нужно провязать лицевыми скрещенными. Первые 2 петли я сразу провязываю как 1 лицевая. Далее вот 2 за нижнюю стеночку у меня провязывается, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 петель по данному краю мы подняли и провязали. Далее вяжем вот эти вот все оставшиеся петли, только в конце также мы провяжем 2 петли вместе, так как вот эта вот последняя петля поднималась тоже из стыка, чтобы не образовывалась дырочки. Маркеры нам больше не нужны, мы их снимаем. Получается 7 петель мы уже провязали, далее вяжем 8 лицевыми, маркер убираем, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 петля у меня провяжется 2 вместе. Ниточки подтягиваем тогда, когда мы переходим на другую спицу. У меня сейчас на одной спице 22 петли и также на второй спице 22 петли. Все петли мы с вами вернули, все, которые у нас были изначально. При этом вывязали полностью пяточку. И сейчас мы продолжаем вывязывать раппорт данного узора. Один ряд мы с вами провязали, далее приступаем ко второму ряду. Лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная из накида, делаем накид, провязываем 4 лицевые петли. Следующие 2 петли нам надо провязать вместе с наклоном влево. Далее 9 лицевых петель. Две петли изнаночными и 1 лицевая. Мы с вами провязали петли на первой спице. Теперь переворачиваем наше вязание. Будем вязать петли, которые располагаются ближе к стопе. Получается, вот эти вот все 22 петли мы вяжем лицевыми. И первая петля, и последняя также вяжутся все лицевыми. Мы с вами провязали второй ряд. Теперь я далее самостоятельно продолжу вязать раппорт данного узора. Получается, с 3 по 11 ряд включительно я провяжу самостоятельно. Этот наш раппорт узора пойдет на манжет слитка. Встретимся, когда вывяжем весь раппорт, состоящий из 11 рядов. Сейчас, получается, далее идет 3 ряд. Смотрите, когда я начинала вывязывать раппорт сразу после пяточки, я начинала с первого ряда. Если вы вдруг мысочек ваш не полностью раппорт закончили, тогда после пяточки продолжаете просто вязать данный раппорт. Если полностью закончили раппорт мысочка до пяточки, так же как и я, получается у меня до пяточки провязано 3 полноценных раппорта. Тогда, когда вы свяжете пяточку, начинаете так же как и я с первого ряда. Я провязала после пяточки 1 раппорт. И вот этот 1 раппорт, если вот здесь вот по лицевой глади померить, примерно составил 4 сантиметра. По мыску данная заготовочка на данный момент примерно 19 сантиметров у меня.
Мы с вами, получается, вывязали все данные 4 раппорта до резинки. И далее я буду продолжать резинку. Резиночку я буду вывязывать 10 рядов. Но вы смотрите, как вам больше нравится. Если вам захочется меньше либо больше связать данную резиночку, вяжите так, как вам больше понравится по вашей ножке. Резинку я буду вывязывать 1 на 1. Первая у нас петля будет, получается, идти лицевая, вторая изнаночная. Получается, третья лицевая, четвертая изнаночная. И так мы вяжем все петли, чередуя одну лицевую и одну изнаночную петлю. На первой спице я, получается, провязала 22 петли, закончила на изнаночной петле. Переворачиваем наше вязание, приступаем к вывязыванию второй спицы. И сейчас будем, получается, начинать с лицевой петли, так как закончили на первой спице изнаночной петлей. Получается, первая петля у нас идет лицевая, вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная и так далее. Довязываем все петли на левой спице до конца резинкой 1 на 1. Первый ряд резиночки 1 на 1 мы с вами провязали. Далее я продолжаю вязать все петли по узору. Там, где идут лицевые, я вяжу лицевые петли. Там, где идут изнаночные, я буду провязывать изнаночными петлями. Таким образом, я, получается, самостоятельно провяжу 9 рядов. Один ряд мы с вами провязали. Теперь будем приступать ко второму ряду. Вот здесь вот, когда будете менять спицу первую на вторую, хорошенько подтягивайте ниточку, чтобы не образовывалось никаких дырочек. Встретимся, когда провяжем самостоятельно 9 рядов данной резинки. Я провязала резиночку вот таким вот образом. Она у нас на данный момент выглядит. Вы вяжите на такую высоту, которая вам больше нравится. В сантиметрах моя резиночка примерно составляет 3,5 сантиметра. И далее нам нужно с вами закрыть петли. Я покажу, как я закрываю петли. Вы закрываете, как вам нравится. Петли я перенесла на спицу, которая находится на леске, чтобы они более эластичные были. Первую петлю я провяжу лицевой, вторую я также провяжу лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую петлю и спускаю. Следующую петлю провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее обратно лицевая, петля закрытая. Лицевая, петля закрытая. И таким образом мы с вами будем закрывать все петли. Этот край не сильно стягиваете, чтобы ножка ваша прошла в это отверстие. Закрываете далее полностью все петли по кругу. И после того, как мы закрыли все петли, у нас осталась вот такая одна открытая петля. Кончик мы обрезаем, продеваем в данную петлю и затягиваем. Далее этот кончик аккуратно прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И после того, как мы спрятали с вами все кончики, у нас с вами получился вот такой вот красивый следочек. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.